Всем привет, друзья! Да, я купил аккумуляторную 4-вольтовую систему инструмента Ryobi. Все модели, которые были доступны в ближайших магазинах. Почему я это сделал вообще? Да потому что в недавнем ролике Shorts я пообещал купить всю линейку инструмента Ryobi и сделать на нее обзор, если ролик получит достаточное количество просмотров и комментариев. Это произошло. Действительно, за короткое время ролик набрал порядочное количество просмотров. Таким образом, все это добро теперь мое. И после обзора я вряд ли смогу его вернуть. Я думаю, мы либо разыграем некоторые из этих позиций в телеграм-канале, либо проведем аукцион в нашем чате. Следите за телегой, в общем. Итак, давайте рассматривать линейку, что тут у меня вообще есть. Некоторый аналог Дремова аккумуляторный. Вентилятор, угловой ключ, мини-компрессор, фонарик. Единственное, во что я действительно верю. Лупа с подсветкой. Какой-то нож. Его уже успели прозвать ножом для пиццы. Аккумуляторная щетка. Вот так вот. Аккумуляторная отвертка. Хорошо, давайте начнем с недодремеля. 15 аксессуаров в комплекте. Безотносительно системы питания, если честно, я почему-то ожидаю все время худшего. Но на самом деле материалы вполне себе неплохие. Сделан без всяких люфтов, ничего не болтается. Патрон быстро позволяет сменить расходочку. Давайте органы управления посмотрим. Включение-выключение, регулировка оборотов от 5 до 25 тысяч оборотов. То есть достаточно неплохо. Замочек. Позволяет легко менять расходку. Вот я зажал, вот я разжал. Хороший патрончик, вполне себе. С даже дожимом каким-то. Такой комплект. Вот в коробочке удобный тоже. То есть в целом пока неплохо. Что ж, ставим аккумулятор. Теперь самое главное, элемент питания. И как я понимаю, это обычно 18650, просто вот в таком корпусе с зарядочкой. 4 вольта, 2 ампера. Кстати, давайте посмотрим, сколько севший элемент питания способен принять. Ставим. 6 ватт. Ну, в целом неплохо. Перепутать невозможно, потому что форма предполагает только правильное положение. Так, вибрация есть на 25 тысячах. Балансировка не идеальная. У Дремеля будет получше. Ну и цена другая. Я все-таки не могу не попробовать шлифануть что-нибудь этой штукой и посмотреть, действительно ли хватает этих 4 вольт. Поставим сразу на максимум. В целом эта позиция имеет место быть, и ее можно рассматривать в качестве покупки. Поехали дальше, и сейчас вентилятор. Итак, вентилятор. Вот так он выглядит, такой его размер реальный. Он действительно маленький, но качество пластика весьма неплохое. Мощная пружина вот здесь стоит в прищепке. Достаточно неплохо держится. Кнопка включения вот здесь. Агрессивная лопасть, и подозреваю, что он будет шумным. Какой поток воздуха от можно такого малыша ожидать? Понятно, что никакой. Ну, попробуем. Разные скорости. В целом, если направлять в лицо, он не такой бесполезный, как кажется с первого взгляда. Своих денег стоит или нет, не знаю, но как такая игрушка, прикольный. Дальше посложнее и ключ на 3/8. Достаточно увесистый, с переключением реверса вот здесь на голове. Из органов управления блокировка включения и кнопка вот эта широкая. Сделан также неплохо. Если честно, я даже не могу предположить, что им вообще можно крутить, учитывая, что это всего лишь 4 вольта. Ну, сейчас что-нибудь подыщем. Давайте попробуем что-нибудь крутануть.
На гаражных воротах вот я нашел болтярку. Поехали. Угу. Даже особо рывка нету. Нет, шансов нет. Чтобы было понимание, насколько зажат, вот усилие, которое было необходимо сделать рукой. Оно минимальное. Применение аккумуляторному ключу, который настолько слабый, я, если честно, придумать не могу. Сделан он неплохо, но мощности в нем совсем нет. Следующий инструмент – мини-компрессор. Надувать, как здесь нарисовано, мечи, автомобильные колеса и велосипедные. Вот так выглядит компрессор. Достаточно, кстати, такой легенький. У нас здесь еще игла и переходничок. Неплохо, не потеряешь. Вот у нас где шкала оказывается. Как ее устанавливать? Никак. Пока держим, качает. Понятно. Попробуем мощность. Давайте попробуем качнуть мячик. У него нормальное давление 13 PSI. Это примерно 0,9 бара. Он у меня поддут с лета. Поехали. Специально не буду ускорять видео, а ощутите всю боль работы с этим компрессором. Чуть медленно. Конечно, медленно, очень медленно. А если бы это был баскетбольный мяч, скажем, который побольше? Знаете, я даже докачивать не буду, потому что это, позорище. Давайте попробуем сначала спустить немножко колесо, затем его подкачать. Производитель сам указал автомобильные колеса. Ну вот, давайте и проверим. Если у меня обычно накачано 42 PSI. Поехали. Здесь я, пожалуй, ускорю, потому что я качал ровно 2 минуты. С 33 до 36 PSI. Это очень-очень медленно. Все. Перегрев или села батарейка. Неважно, для машины компрессор, я бы сказал, не подходит. Докачаем DeWalt'ом. Справедливости ради, Милка работает побыстрее, но DeWalt'овские мне как-то ближе, аккумуляторов у меня больше, и мне нравится этот экран. И то, что у него есть низкое давление. Вот такие дела с компрессором у нас получаются. В итоге спорно. Для велика, для мячиков еще ладно, но для автомобиля на него не рассчитывайте. Следующий у нас, я надеюсь, адекватный инструмент – это аккумуляторная отвертка. Изменением форм-фактора уже никого не удивишь, но хорошо, что он есть. Реверс и управление отверткой происходит вот этим переключателем. Вперед, блокировка, назад. Качество тоже, в принципе, норм. Жаль, что вот эта часть не прикрыта. Она часто у отверток страдает. 2 диодика подсветки. Достаточно этой подсветочки будет. Попробуем в работе. Итак. Вот здесь у нас переключение. Это, в принципе, удобно. До конца не докрутил, но в целом мощность понятна. Для мелких шурупов подойдет. На самом деле нет. Следующий инструмент вообще какой-то странный. Это электрическая щетка. Ей предлагается чистить плитку, гранит и фибергласс. Ну, то есть лодки. Да, весьма странный инструмент. Выход здесь как под биту. Вот такая насадочка. Нейлоновая она или какая. Вставляется.
Вот органы управления. У нас две скорости. Первая. Зверь-машина. И вторая. Как она держит нагрузку? Кстати, держит. Нагрузку держит. Правда, уже подсела. Ну ладно. Вы знаете, я не буду пробовать ей что-нибудь почистить, потому что наверняка она с этим справится. Единственный вопрос – это время работы и скорость работы. В целом этот инструмент имеет место быть. Нужно просто понимать, для чего он предназначен. То есть это легкие работы, неторопливые. Вот примерно в таком темпе. Ну и, наконец-то, аккумуляторный резак. Им предлагается резать ковер, ковролин, резину, кожу, пластик и картон. Давайте попробуем. Тушка выглядит вот так, смотрите. Никаких особых регулировок глубины реза нету. Вот у нас здесь режущий элемент. Кнопка защиты и кнопка пуска. Почему бы ему и не резать на самом деле? Попробуем. Режет, тут нас не удивишь. Давайте попробуем покрытие для крыши. Режет, немного запинается, но режет. Вообще его сразу прозвали ножом для пиццы. Давайте проверим. У меня как раз есть старая, она куда прочнее покрытия для крыши, поэтому... Толщина не регулируется. В этом проблема. Как мы с вами выяснили, нож не подходит для пиццы, но подходит для картона и для каких-нибудь подобных материалов. Я смеялся над лупой, но боюсь, это окажется лучшим инструментом линейки. Давайте посмотрим. Руслан, до чего же ты докатился? Итак, аккумуляторная лупа. Из органов управления у нас одна кнопочка, которая дает яркую подсветку. Давайте снимем пленочку. Я могу с уверенностью сказать, что аккумуляторная лупа Ryobi – это тот инструмент, которому действительно хватает 4 вольт. И, наконец-то, позиция, в которой, я думаю, невозможно зафейлиться. Ryobi, я надеюсь, с этим ты справишься. И это аккумуляторный фонарь. Что здесь может быть не так, правильно? Что мы видим сразу? Неглубоко посаженный диод, обычный рассеиватель, никаких апельсиновых корок, ничего сложного. Фонарь защищен короной, имеется клипса. Сам по себе тонким не является. Магнита нету. Режима работы. Работает. Работает чуть-чуть. В общем, 2 режима работы всего лишь. Как фонарь работает на улице? В целом неплохо. Имеется явный спот и боковая засветка. В целом фонарик можно рекомендовать, если бы он не стоил $40. Это же Ryobi. Итак, что в качестве вывода я могу сказать про эту систему? 4 вольта – это достаточно рискованное решение, и мы видим его последствия. У большинства инструмента не хватает мощности. Но самое главное, я не понимаю почему. Производитель использует элементы всего лишь 2 ампер-часов, что действительно мало. И даже если некоторые инструменты смогут работать, то будут они делать это совсем недолго. Нет, хватит.
Я попал в этот ролик из будущего, примерно через 1,5 недели от даты съемки. Каждый день я откладывал монтаж этого ролика, потому что осознавал, обзор чего я сделал. Друзья, это самый бесполезный инструмент, который я держал в своих руках. Единственное, что более или менее достойно в этом инструменте, это материал, из которого он сделан. Пластик более или менее неплохой. Но все остальное, сам по себе инструмент, задумка, она просто отвратительна. Это инструмент, который не выполняет своих основных задач. За эти 1,5 недели, которые у меня были, я это осмыслил в полной мере. Буквально каждая позиция отвратительно. Ключ, который ничего не крутит. Плохо сбалансированный, недешевый гравер. Компрессор, которым ты накачиваешь мяч 3 минуты. Щетка, которая садится за 1,5 минуты. Вентилятор, который стоит как полноценный, а дует как, дохлый какой-то. Отвертка. Это худшая отвертка за эти деньги. У Black & Decker значительно лучше. Нож. Обычный нож будет резать быстрее, чем он. Фонарик, может быть, но даже для фонарика аккумулятор 2 ампер-часа – это стыдно. Лупа. Казалось бы, что может быть с лупой не так? Она не увеличивает. 3х это вообще не серьезно. Я все-таки попробую его вернуть, что-нибудь одно оставлю, потому что одну батарею я испортил, но в целом это позорище. Мне жаль, что человечество тратит свои ресурсы на это. Лучше бы из этого пластика сделали одноразовые стаканчики в конце концов. Они бы хотя бы работали. У нас в чате есть человек, который не простит мне, если я не разберу этот аккумулятор. Григорий. Я делаю это для вас. Ну и вот что мы имеем внутри. И на этом действительно все. Еще раз спасибо за внимание.